Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня давайте свяжем с вами вот такую вот курочку. Это небольшой такой брелочек. Или может быть маленькая игрушечка. Высота 7 сантиметров и длина 7 сантиметров. Она такая квадратненькая. Очень хорошо сидит на пузике. Пузико, если вот так вот сделать плоским, она очень хорошо сидит на любой подставочке. Вот такая вот курочка. Глазки здесь 7 миллиметров. Вяжется тоже очень быстро. Одной деталью пришивается только крылышки. Ага, и вывязывается хохолок. Все остальное полностью тело мы вяжем одной деталью. Хвостик вывязываем в процессе вязания. И вот такая вот курочка получается. Давайте свяжем с вами такую же самую курочку. Итак, цвета самого тела курочки вы можете брать разные. Курочки бывают и серенькие, и коричневые, и разные цвета. В этот раз я взяла такой вот, она и не желтая, и не оранжевая. Такая вот странный цвет. Нет у меня этикетки, как обычно. Никак не могу себя приучить к тому, чтобы сохранять этикеточки, хотя бы хоть как-то ориентироваться. А вот, значит, в принципе, оттенок курочки можете брать любой. Бежевый, коричневый, серый. И вот у меня вот такой вот желто-оранжевый пусть будет. Дальше. Длина хохолок нам нужно немножко красной плюшевой пряжи. Кстати, вся пряжа у меня 100 грамм на 120 метров. Вернее, 120 метров на 100 грамм. Вот размер. Дальше нам понадобится, я набиваю пинцетом холофайбер, любую деталь. Дальше нам понадобится еще иголочка. Я беру иголку, купила с толстым ушком, и у меня оранжевая ниточка, обычная полухлопковая. Я взяла мулине, можно взять любую полухлопковую оранжевую ниточку для вышивания клювика. Дальше глазки 7 миллиметров, мы будем их приклеивать. Ножницы, маркер, крючок номер 4 и иголочка для пришивания крылышек. Итак, давайте приступим. Начинаем вязать крылышко и набираем 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка нам нужно провязать 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Дальше 1 воздушная петля, разворачиваем вязание и провязываем 3 прибавки. В каждую петлю 2 столбика без накида. И в последнюю. Получается 6 столбиков у нас в конце. Делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываю в первую петлю прибавку. Дальше по цепочке я провязываю 4 столбика без накида. И в конце прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. У нас получается 8 петелек. 8 петелек получается. Теперь нам нужно сделать обвязку вот с 2 сторон. Так как у нас 3 ряда было, значит 3 столбика без накида у нас получается по одной стороне. В центральную петельку мы провязываем 3 столбика без накида. И по обратной стороне, ввязывая хвостик, мы будем провязывать 3 столбика без накида. То есть всего у нас получается 9 петелек. Делаю воздушную петлю. В этот же ряд провязываю столбик без накида. Первый, второй и третий. В центральную
я провязываю 3 столбика без накида. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Прокладываю хвостик и провязываю по второй стороне 1, 2 и 3. Хвостик можно обрезать. Итак, начинаем вязать по третьей стороне. Для этого я ввожу в первый столбик, так как у нас 8 здесь петелек, мы должны провязать 8 столбиков без накида, но между ними мы будем провязывать 2 воздушные петли. Итак, я провязываю столбик без накида и 2 воздушные. Опять столбик без накида, вторая, 2 воздушные. Опять третья, столбик без накида, 2 воздушные. Четвертый столбик без накида, 2 воздушные. Пятый столбик без накида, 2 воздушные. Шестой, 2 воздушные. Седьмой, 2 воздушные. И восьмой, 2 воздушные. И делаю соединительный столбик в уголочек. Тут туго, но можно вот так вот. Вот. Обрезаю подлиннее, так как мы будем пришивать крылышки. Ниточку оставляю только у одного крылышка, так как мы будем пришивать их одновременно. Поэтому у одного крылышка я прячу все хвостики, а у второго оставляю ниточку для пришивания. Вот такие вот 2 крылышка получается. Теперь давайте вязать курочку. Итак, начинаем вязать тело курочки. Набираю 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка я провязываю 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Получается такое вот колечко. Теперь второй ряд, все 8 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Прибавку одну провязали, ставлю маркер в первый столбик. Провязываю вторую прибавку, третью, подтягиваю хвостик, четвертую, пятый, шестой, седьмой и 8 столбик провязали все прибавки. В конце ряда у нас получается 16 столбиков. Третий ряд провязываем так: снимаю маркер, в первую петлю столбик без накида, ставлю маркер обратно, в следующую прибавка, опять столбик без накида, в следующую прибавка. Так нужно провязать до конца ряда. В конце ряда у нас получается 24 столбика. И дальше 4 и 5 ряд мы провязываем по кругу 24 столбика без накида, без прибавок и убавок. Давайте так провяжем. Итак, провязали 5 ряд, теперь 6 ряд. Значит, провязываем, снимаю маркер и провязываем 23 столбика без накида. 1, 2, 3. Давайте так провяжем 23 ряда. Ой, 23 петельки. Итак, провязав 23 столбика без накида, в последнюю петельку провязываем так: за переднюю полупетельку, за переднюю провязываем столбик без накида. Теперь 1, 2, 3, 4.
4 воздушные петли в эту же петельку за переднюю стеночку, соединительный столбик. 1, 2, 3, 4. Опять сюда же за переднюю стеночку, соединительный столбик. И опять 1, 2, 3, 4. И за переднюю стеночку соединительный столбик. Вот такой хвостик у нас получается. Мы закончили 6-й ряд. Теперь 7-й ряд провязываем 24 столбика без накида. И последнюю петельку мы провязываем за заднюю стеночку петли. Первую петельку ставлю маркер. Дальше провязываю 23 столбика без накида. Давайте провяжем. Итак, провязала я 23 столбика по кругу. Теперь загибаю хвостик и за заднюю стеночку петли провязываю 24 столбик. Вот так. 7-й ряд мы провязали. Вот такая получается деталь. Теперь 8-й ряд. 8-й ряд мы складываем пополам. Складываем пополам деталь. И нам нужно провязать вместе 2 стороны. Я снимаю маркер. И в эту же петельку я ввожу крючок. Дальше вторую беру с обратной стороны, самую первую петельку, самую первую, и провязываю соединительный столбик. Дальше второй соединительный столбик, третий соединительный, четвертый, пятый, шестой и 7-й. Вот мы провязали с вами 7 соединительных столбиков и соединили брюшко наше, брюшко курочки. Вот хвостик посерединке. Остается у нас 10 столбиков. 10 столбиков по кругу. Так как у нас было 24 по кругу петельки, значит 14 петелек мы взяли с одной и с другой стороны по 7 петелек и связали их вместе, и осталось у нас 10. Теперь мы провязываем по кругу столбики без накида. Первую петельку провязали, я ставлю маркер, и это у нас будет начало ряда. Это мы еще вяжем 8-й ряд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Вот провязали мы 10 столбиков без накида. И вот это вот теперь мы будем вязать по кругу, по вот этому кругу. Спинку мы уже трогать не будем. 8-й ряд, получается, мы закончили. Теперь 9, 10, 11 и 12 мы провязываем по кругу. Вот по кругу без прибавок и убавок. 10 столбиков без накида. Но перед этим давайте набьем наше туловище и провяжем шейку. Всего надо провязать 4 ряда. 9, 10, 11 и 12. Давайте провяжем. Итак, набила я уже шейку. Вот такая деталь получается. Провязала я 4 ряда. И теперь 13 ряд. 13 ряд. Значит, мы провязываем 5 убавок. Просто за передние полупетельки.
1, 2, 3, 4 и 5. Последняя не очень хочет. Вот так. Все, и теперь обрезаю хвостик, фиксирую. Набиваю голову холофайбером, если необходимо. Итак, я набила еще голову немного. И теперь за полупетельки, одела уже иголочку, и за полупетельки просто будем стягивать отверстие. Вот, и 5. И фиксирую. Фиксирую узелочком. В центр вставляю иголку и вывожу в любое место. Все, стягиваю, чтобы у меня здесь не было выпуклой части. И теперь путаю ниточки. Так плотно набила, что невозможно иголкой пройти. Все, обрезаю хвостик. Вот такая деталь у нас получилась. Теперь давайте вывяжем хохолок. Я беру красную пряжу. Смотрим посерединке, чтобы у нас было. И вот вставляю, значит, вставляю крючок вот в последний ряд, где мы делали с вами убавки. Вот в последний ряд. Оставляю небольшой хвостик. Делаю воздушную петлю. Делаю еще 1, 2, 2 еще воздушные петли. И тут же провязываю. Сюда же провязываю столбик без накида. Дальше хвостик убираю, делаю 2 воздушные петли. В следующую где-нибудь ищем такой, чтобы было посерединке у нас хохолок. Ищем петельку и делаем столбик без накида. Дальше опять 2 воздушные. И смотрим где-нибудь вот в этом пролете, скажем так. Вот здесь вот я ищу. Делаю столбик без накида. Дальше опять 2 воздушные. И вот здесь где-то, нет, вот здесь, посерединке. Вот. Чтобы у нас хохолок был посерединке, с одной и с другой стороны. Вот, обрезаю хвостик. То есть у нас должно быть 4 столбика без накида. Вот так вот идти. И фиксирую ниточку. Вот так. Теперь прячу ниточки все в деталь. Итак, спрятали мы хвостики все. Теперь глазки вставляем между 11 и 12 рядами и, скажем так, посередине шейки. Вот с одной стороны посерединке шейки и с другой стороны посерединке шейки. Вот таким вот образом по бокам вставляем и приклеиваю я на клей-пистолет глазки. Давайте приклеим. Итак, приклеили глазки.
Теперь давайте вышьем клювик. Ну, клювик мы смотрим, чтобы было симметрично, делаем в форме галочки, поэтому в любое место я ввожу, где-то вывожу возле глазика, вот, с обратной стороны. Оставляю хвостик и делаю вот такую вот галочку. Смотрю, чтобы все было симметрично. Если что-то не получается, можно всегда переделать. Сейчас посмотрим, нравится ли нам то, что мы вышили. И если все симметрично, все совпадает, то в принципе можно. Вот, теперь поправляем иголочкой. Можно сделать несколько стежков. Ну, я смотрю, что мне достаточно 2. А может даже и нет. Давайте вышьем еще. Обратно возвращаюсь. Не бойтесь переделывать, ничего страшного. Вот. И я делаю еще раз стежки. Раз стежок и второй. И уже обратно выхожу. И смотрим конечный результат. Вот. Ну вот, 2 стежка было лучше. Поэтому я оставляю так. Оставляю 2 стежка. Вот, все поправляю. Теперь делаю узелочек. Не сильно затягиваю, чтобы клювик не перекосило. Вот, а третий узелочек уже посильнее. Все, теперь ввожу, вывожу в любое место и прячется наш узелочек. Все, клювик вышили. Давайте спрячем хвостики, встретимся. Ну все, хвостики мы спрятали, клювик вот такой вот вышили. Теперь нам осталось пришить только крылышки. Давайте пришьем. Сейчас я одену иголочку. Крылышки выставляем таким образом. Какая вам больше нравится сторона. В принципе, они абсолютно одинаковые. Серединки ставим вот здесь, вот там, где серединка спинки. И пришиваем вот треугольничком. С одной стороны треугольничком и с другой стороны треугольничком. Вот с 2 сторон. С одной и с другой. Вот таким вот образом. И все, и давайте пришивать. Пришиваем мы либо два одновременно, либо по одному крылышку. То есть уже смотрите сами, я по-разному пришиваю. Главное, чтобы пришиты были все стороны. Вот так вот, чтобы хвостик был. Крылышки вот так. Чтобы было все симметрично.
Все, теперь возвращаемся обратно. Сильно мы не затягиваем. Просто пришиваем. Так как эту сторону я уже пришила с этой стороны, а с этой нет, я пришиваю эту сторону. Вот так. Убираю все ненужные ниточки. Вот, все пришили. Пришивала я только вот треугольничек. Вот этот и вот этот. Теперь я где-то выхожу в любое место. Делаю узелочек. И ввожу. И узелочек прячется. Теперь путаю ниточки. Все. Обрезаю хвостик. И курочка наша готова. Надо ее только почистить. Все, вот такая вот курочка готова. Она очень хорошо стоит. У меня просто здесь неровная поверхность, поэтому так. А на ровной поверхности все хорошо, курочка стоит, сидит, вернее, сидит. Вот все, курочка готова. Надеюсь, вам все понравилось. Если у вас все получилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.